обнаружена в Якутии, это хромской мамонтенок. Как нашлась вообще, как нашлись эти останки, настоящая череда. Но там образовался разлом. И со временем тайне сделала уши мамонтенка. Вот как раз ее вы сейчас и видите. Его задняя часть сейчас хранится. Это странность опыта, ушей и вот формирующиеся зубы. Удачи в этих достижениях, пока еще не завершенных. Хочется отметить, что впереди, как уже упоминалось ранее, дальнейших каких-то открытий, а к этому частному... Местные жители оказались в нужное время, в нужном месте, увидели, что мамонт практически полностью вытаял. Вытаял он до поясницы, и под своей тяжестью, под тяжестью грунта, который упал на них, он фрагментировался. Передняя часть упала на дно этого провала, задняя часть, состоявшая из задних конечностей и тазовых костей, конечно же, тазовая часть она находилась еще в мерзлоте. И вот благодаря местным жителям, которые не бросили эту находку, а несмотря на тяжесть находки, более 110 килограмм, соорудили из подручных средств носилки, подняли на поверхность, а как вы знаете, глубина провала этого батагайки это более 80 метров. Мы знаем уже геологический возраст этой находки. Он оказался запредельным для радиоуглеродного анализа, это за 50 тысяч лет. Но для того, чтобы подтвердить этот возраст геологически, мы будем проводить перекрестное датирование. Предварительно биологический возраст, то есть индивидуальный возраст находки, год, может быть, чуть старше, но более точно и детально вот этот момент будет изучен во время комплексных исследований. Пока останки мамонтенка хранятся за стеклом в морозильной камере для широкой общественности. Как вы видите, очень хорошо сохранилась голова. Как правило, та часть, которая вытаивает первой, особенно хобот, он подвергается поеданию современных хищников, птиц. Здесь, например, несмотря на то, что уже были подъедены передние конечности, голова удивительно сохранилась. Дальше, если кто-то хочет более подробный рассказ, Максим, вашего фотографии, это Каспианский район, на реке Яна, да, предыдущая находка. Как и большинство находок, в основном они проваливаются, естественно, в ловушки. Да? То есть они провалились в болото и таким образом сохранялись на несколько десятков тысяч лет. Поясницы, но, к сожалению, под своей тяжестью и под тяжестью грунта, который то есть отсутствие сибирской язвы, исследования, которые проведены. И при помощи 20-30